Для ускорения работы над макетами, иллюстрациями, разработчики придумали так называемые символы. Они находятся на панели Symbols и очень ускоряют работу для многократного использования одного и того же символа. И чуть позже мы посмотрим еще 3D-объекты для натягивания символов на 3D-объекты. Window Symbols, Shift-Ctrl F11. Отделяю панель. Описание довольно подробное на методичке найдете, 30 и 31 страницы. Но давайте посмотрим сейчас самостоятельно. Для работы с символами мы просто их перетаскиваем на страницу. Многократно можно перетащить один и тот же символ на страницу. Признак того, что это символ, такой вот крестик в центре этого объекта, этой группы. Вы можете на панели Symbols сдублировать уже существующий символ, перетаскивая его на предпоследнюю кнопочку. Это копия символа. Вы можете тоже сюда перетаскивать несколько таких символов и попробовать копию редактировать. Редактирование символа – это двойной клик по самому символу. Я сделала двойной клик, я могу немножко размер увеличить, могу выделить либо Magic Wand, либо Group Selection какие-то элементы и попробовать работать уже с некоторыми другими цветами. Допустим, пусть будет такой фиолетовый цвет, пусть будет для этих элементов другой оттенок, возможно, через Color сейчас возьму более сиреневый такой оттенок. Вместо оттенков коричневого пусть будут другие, пусть будет красное и так далее. То есть двойной клик, вы вошли по цвету, по размеру отредактировали, двойной клик по пустоте, вы возвращаетесь в стандартный режим работы. Пожалуйста, сколько угодно символов вы можете копировать, редактировать без каких-либо ограничений. Также это единственная не капризная команда в Adobe Illustrator, которая позволяет из любого элемента получить символ обычным перетаскиванием в панель Symbols. Беру текст, графику, абсолютно любую, и перетаскиваю в Symbols. Возникает вопрос, во-первых, дать имя, во-вторых, это будет динамический символ или неподвижный символ. Но дело в том, что это все важно для флеш-анимации. Мы здесь в иллюстраторе не будем делать флеш-анимацию, и для нас абсолютно без разницы, какой это символ. Поэтому окей, и, пожалуйста, для многократного такого вот использования. Далее, есть еще и библиотека. Библиотека огромная, на досуге посидите, поизучайте, пожалуйста. И, допустим, хотя бы, вот возьму такие символы, пусть это будут листья или какие-то рыбки. Очень важный нюанс, здесь в дополнительной палитре, вы уже это знаете, с зачеркнутым карандашом, двойной клик и редактирование не работает. Двойной клик, редактирование работает только в основной панели Symbols. Пожалуйста, я могу вытаскивать любой символ. Дальше работать с инструментами символизм. Описание подробнейшее методички. Но сейчас покажу. Не скажу, что мы часто этим пользуемся, но все же. Для копирования символов мы воспользуемся инструментом Symbol Sprayer. Для смещения символов Symbol Shifter, пожалуйста. Для притягивания друг к другу мы воспользуемся Scruncher, вот такое вот притягивание. Но не забываем ни на секунду, что все символы в одном контейнере. Их отдельно даже Group Selection не сможет выделить. Я иду в режим контуров, чтобы вам показать, как все это выглядит. Далее,
четвертый инструмент может изменить размер. Кстати, любой из этих инструментов при нажатой Alt выполняет обратную функцию. То есть, если четвертый инструмент увеличивает размеры по умолчанию, то при нажатой Alt инструмент начинает уменьшать размеры. Это касается абсолютно любого инструмента. Далее. Поворот. Чтобы все рыбки в одну и ту же сторону не смотрели, хочется иногда поворачивать. Здесь, пожалуйста, любой поворот. Конечно, не вверх животиком ни в коем случае. Пожалуйста. Какой-то оттенок добавить уже шестым инструментом. Это значит, что вы берете в руки шестой инструмент, выбираете для fill любой цвет, допустим, фиолетовый, и начинаете щелкать по нужному символу. Не забываем, что здесь оттенок внедряется во все элементы сразу. То есть у нас нет выбора там какие-то детали закрашивать, а какие-то нет. Оттенок внедряется во все элементы сразу. И прозрачность screener можно тоже щелчками делать какие-то символы более прозрачными, какие-то символы менее прозрачными. При нажатой Alt, напоминаю, мы выполняем обратный процесс, возвращаем непрозрачность. Размер, свойства все открываются двойным кликом, двойной клик по инструменту и диаметр выбираете. Или вы можете размер менять на клавиатуре квадратными скобками, там, где русские буквы Х и твердый знак. Быстрее намного. Что касается последнего инструмента, применения стиля к символам, я вряд ли это применю к этой стопке. Довольно тяжелая функция. Возьму бабочку и покажу на одном единственном символе. Последний инструмент может применить сохраненный стиль к символу. Сохраненные стили находятся на панели «Графические стили» Graphic Styles, Shift F5. Пожалуйста, я выбираю самый последний инструмент. Я выбираю, допустим, Drop Shadow, тень, и делаю клик по бабочке. Если честно, мы позже, буквально через пару занятий, посмотрим сами эти эффекты, эти стили. И, скорее всего, мы все свое создадим. Но вот просто показываю, как работает последний инструмент. И очень хочется, конечно, практиковаться и с символами, и с пройденными уже материалами. Есть такой файл Pathfinder Paintbrush, то есть здесь и формирование, и символы, пожалуйста, и кисти Pattern Brush. Давайте напомню, как мы это все создавали. Pattern Brush. Жемчужина я написала каллиграфической кистью. Абсолютно все это не шрифт, это каллиграфическая кисть. Любые символы, если вы увидите крестик, сами можете создать, сами можете распределять, как вам хочется. И здесь очень важный момент есть, это мультиобводки, многократные обводки, которые мы с вами тоже уже знаем. На панели Appearance это все выбирается. На панели Appearance, пожалуйста, одна обводка идет вовнутрь, вторая идет наружу, прошу прощения. Я пару штрихов покажу, я думаю, в дальнейшем вы сами уже разберетесь на эту тему, любую вариацию можете придумать, абсолютно любую. Пожалуйста, основа берется такой прямоугольник с закругленными углами, далее эллипс, еще один эллипс. Все это можно и нужно выровнять, объединить через Pathfinder. Но здесь очень важный нюанс, если мы хотим все-таки редактировать какую-то половинку, допустим, я возьму сейчас белую стрелку, отредактирую какую-то часть,
удалю какие-то узлы, белой стрелкой более сглаженный переход сделаю. Все это возможно, все это очень хорошо работает, так что мы можем многократно здесь что-то редактировать и оставлять то, что нам хочется. Пожалуйста. И чтобы абсолютно симметрично получилась другая половинка тоже, мы вряд ли сможем это делать также синхронно с другой половинкой, поэтому рекомендуется сохранить обработанную половинку и ее просто зеркально отобразить. Сохранить обработанную половинку можно вот таким дополнительным объектом. Дополнительный объект в виде прямоугольника я нарисую, выделю его, готовую фигуру, и на панели Pathfinder выберу Intersect, то есть сохраню только эту область пересечения. Скорее всего, либо так, давайте посмотрим, там вроде ничего такого сложного нет, все верно. И, пожалуйста, зеркально отображу. Зеркальное отражение, Reflect, относительно правой границы, Alt-клик. Создаю копию и, конечно, полученное объединяю. Такие абсолютно симметричные фигуры вы можете получать именно таким образом. Цвет заливки, цвет обводки по умолчанию. Далее можно направить наружу, можно добавить новую обводку, на сей раз вовнутрь поставить, выбрать любой другой цвет и так далее. Пальма – это маска обрезки Ctrl-7, так что работаете со своими вариациями.